Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить модели из своей коллекции в масштабе 1 к 43, а именно универсалу ВАЗ-2102. В советское время данная модель производилась с 1976 до 1991 года в городе Саратов мощностями производственного объединения «Тантал», а позже в городе Маркс на заводе «Родон». Так называемые агатовские новоделы выпускались после 1991 года силами предприятиями Агат, потом холдингом Инкотекс, а потом и на ООО НПФ Массар. Модель от Тантала создавалась по образу и подобию советского автомобиля в кузове «Универсал» ВАЗ-2102, который производился на Волжском автомобильном заводе с 1971 по 1986 год. За это время было выпущено около 670 тысяч экземпляров так называемой «двойки». Как и любой универсал того времени, автомобиль можно назвать грузопассажирским семейным автомобилем, так как наличие большого багажного отделения при складывании задних сидений позволяло этому автомобилю перевозить габаритные грузы. Саратовская модель ВАЗ-2102 от производственного объединения «Тантал» производилась в масштабе 1 к 43 и была металлической. Пластиковыми частями был салон и мелкая фурнитура по кузову. Открывающимися частями у этой модели были только капот и задняя дверь в багажный отсек. Хромированными были бампера, диски колес, двигатель, ручка задней двери и решетка радиатора. Модель была полностью разборной, и почти все ее детали можно было отсоединить. Исполнение саратовского ВАЗ-2102 было самым лучшим в советское время, но все-таки не очень точным. Например, пластиковый экземпляр ВАЗ-2102 от одесской черноморской игрушки выглядел в некоторых деталях гораздо точнее и аккуратнее, чем металлический более дорогой от Тантала. Прежде всего это касалось ручек дверей, решетки радиатора с фарами и колес, которые бросались в глаза из-за больших по сравнению с оригиналом размеров. Самые ранние модели 1976-77 года ВАЗ-2102 были с капотом на 3 зажимах, со стороны крыльев углы передних дверей были ровными, крепление стекла на задней двери было сверху и снизу, а на самой двери была надпись ВАЗ-2102. Днища были как черными, так и серебристыми, и на них было нанесены название модели, надпись на русском сделана в СССР, каталожный номер А11 и масштаб 1 к 43. Ручка на задней двери была по форме отличающихся от более поздних моделей. Поворотники и эмблема на передней решетке подкрашивались. Затем недолгий период с 1977 по 1979 год капот производился на 2 зажимах, а с 1979 и уже до конца производства опять на 3 зажимах. Головка винта крепления днища к корпусу находится в моторном отсеке. Дефлекторы воздуховодов располагаются симметрично и по центру на некотором расстоянии от приборной панели. Примерно в 1982-1983 году на днище появляется дополнительная надпись Made in USSR, а углы дверей становятся закругленными, а не прямые. Изменяется крепление стекла на задней двери, оно становится слева и справа, и исчезает надпись на двери ВАЗ-2102. Также ручка на задней двери меняет свою форму. Дефлекторы воздуховодов располагаются несимметрично и почти вплотную к приборной панели. На границе 1986-1987 года с днища пропадает каталожный номер А11, эмблема на решетке радиатора и поворотники не подкрашиваются. Головка винта крепления днища к корпусу теперь находится с наружной стороны. И так уже до самого конца производства, вплоть до 1991 года. Начиная с 1991 года и вплоть до 2012 года модели уже производились силами российских предприятий Агат, Инкотекс, Массар в разных расцветках и с разными наклейками на них. Днище у них уже было без номера и черным, но надпись «Сделано в СССР» и «Made in USSR» сохранились до самого конца производства. Цена на данную модель в советское время зависела от ее исполнения. Стандартная стоила 3 рубля 50 копеек, модели с декалями или тамповкой 3 рубля 90 копеек, фестивальные 4 рубля 20 копеек, а олимпийские 5 рублей 10 копеек. Вариантов нестандартного, так называемого околозаводского исполнения могло быть огромное количество. И на сегодняшний день они немало стоят, так как выпускались в очень ограниченном количестве. Кроме перечисленных выше могли быть «Жигули», такси, милиция, почта, ГАИ, медпомощь, книги, ралли, учебная и другие интересные варианты. Особенно велико наличие разных наклеек в моделях после 1991 года.
В моей коллекции на сегодняшний день находятся всего лишь две стандартные модели ВАЗ-2102. Одна ранняя, без Made in на черном днище и с прямыми углами на дверях, с ранними зажимами на багажнике с надписью 2102 и капотом на 3 зажима, то есть примерно 76-77 года выпуска. А вторая модель уже с надписью Made in на днище, то есть выпуска до середины 80-х. Обе модели не в идеальном состоянии, но вполне достойны быть в коллекции. Коробок на данную модель известно несколько вариантов. Самая ранняя рисованная красная, синяя новый экспорт и стандартная желтая с сине-голубыми полосами. Цена на ВАЗ-2102 до 1991 года в хорошем состоянии зависит от многих факторов, но в самом недорогом варианте стартует от 20-30 долларов без коробки. Как правило, больше ценятся модели, которые выпущены раньше, то есть с номером А11 и без надписи Made in USSR на днище. Самая высокая цена у моделей с олимпийской символикой. Желанными у коллекционеров считаются модели с редкими яркими расцветками и с разнообразными заводскими юбилейными наклейками советского периода. Также модели придает ценности ее родная коробка, и чем она целее и старше, тем дороже. Цена на ВАЗ-2102 советского периода с редкой коробкой может доходить до 400-500 долларов. Модели после 1991 года по цене гораздо ниже и не так востребованы, как советские, но на некоторые редкие партии цены также иногда удивляют на аукционах. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, было интересно и познавательно. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Пока-пока.